Сладкая конфета кажется безобидной. Глоток газировки? Ну а что в этом такого? Но прямо сейчас в вашей ротовой полости начинается тихая химическая война. Главное оружие сахара не количество, а время контакта и частота приема. Сегодня доктора против ИИ-аватаров. Разбираем, как сахар атакует эмаль и как защитить зубы, не отказываясь от сладкого. Начинаем баттл знаний. Сегодня мы покажем то, что пациенты часто недооценивают. Кариес не от того, что вы съели торт, он от того, что вы долго его едите. Время действия сахара и количество кислотных атак – вот главный враг. Итак, наши эксперты. Доктор Татьяна – мягкая, понятная глубинная подача. Доктор Андрей – структурно, логично, по делу. И их ИИ-версии. Аватар Татьяны – научная точность. Аватар Андрея – цифры, графики, статистика. Поехали! Что происходит во рту, когда мы едим сладкое? Начнем с простого. Сладкое кажется безобидным. Конфета, глоток газировки. Но именно в этот момент во рту начинается тихая война. Сахар – это еда для бактерий, и они любят его не меньше нас. Как только сладкое попадает в рот, бактерии начинают пир и в процессе выделяют кислоту. Эта кислота мгновенно атакует эмаль. Она вымывает минералы и делает эмаль мягкой и уязвимой. Так запускается кариес. Тихо, без боли, но неизбежно, если не остановить процесс. Процесс называется деминерализацией. Воздействие кислот снижает pH до опасных значений, часто ниже 5,5. При таком уровне эмаль начинает растворяться. И важно понимать, атака продолжается от 20 до 40 минут после каждого контакта сахара. Почему важны частота и время контакта? Одна конфета – одна короткая атака. Но если вы пьете сладкий чай целый час, это уже массированная артподготовка по эмали. Важно понимать, чем чаще сахар попадает в рот, тем больше кислотных атак. Эмаль просто не успевает восстановиться. Цифры для понимания. Каждая сладость – это кислотная атака в течение 30 минут. 5 сладостей в день – это 150 минут атаки. Сладкий напиток, который растягивается на час, дает кислотную атаку почти 90 минут подряд. Чем чаще, тем выше риск кариеса. Одна атака – это низкий риск. 3 атаки – риск повышается на 40%. 5 атак – на 80%. Как защитить эмаль, не отказываясь от сладкого? Помните, мы не про запрет, мы про осознанность. Поэтому наша задача не запрещать сладкое, а научить управлять. Вот правила игры. Первое. Не растягивать прием сладкого. Лучше съесть десерт за 5 минут, чем пить сладкий чай или сладкую газировку целый день. Второе. После приема сладкого обязательно прополоскать рот водой. Это частично смоет сахар и кислоту. И важно, не чистите зубки сразу после приема сладкого и кислого. Эмаль в этот момент размягчена, и ей необходимо 30 минут на восстановление. Добавлю, если вы хотите минимизировать риск кариеса, ограничивайте частоту сахарных атак до 1-2 раз в день, а не распределяйте сладость на весь день. Организм справляется с короткими эпизодами, но не с постоянным воздействием. Можно ли полностью избежать повреждений эмали? Повреждения можно минимизировать. Главное – понимать механизм. Механизм простой и понятный. Первое. Сахар – это еда для бактерий. Второе. Бактерии превращают сахар в кислоту.
Третье. Кислота растворяет минералы эмали. Это начало развития кариеса. Что нужно делать? Главное, не создавайте условия, в которых эмаль находится постоянно под кислотной атакой. Контролируйте частоту и длительность сладких перекусов. По данным исследований, при сокращении частоты сладкого до 1 эпизода в день риск кариеса падает на 60%, при полоскании водой еще на 20%, при контроле времени контакта до 80%. Сегодня вы услышали главное. Сахар не враг. Враг – частота и время контакта. Кислоты, которые вырабатывают бактерии, могут растворять эмаль каждый раз, когда сладость попадает в рот. Но вы можете управлять этим процессом, не растягивать сладкое, полоскать рот водой, давать эмали время восстановиться. Оставайтесь с нами. Дальше еще интереснее, глубже и полезнее. Когда стоматолог и искусственный интеллект объединяются, выигрывает пациент.